Привет, дорогие подписчики моего канала. Не знаю, упоминал я или нет в прошлых своих видео, но у меня стали стучать стойки амортизатора. Идентифицировал я проблему очень просто. Ну вот они, стойки лежат, да. Я схватился за кулак, вот так вот установлен на машине. Ну а жена, соответственно, машину вот так вот за ручку брала и качала вот так вот. И, собственно говоря, там достаточно такой ощутимый стук был. Вот, и поэтому я решил их поменять, потому что стало ездить совершенно некомфортно. Вот, на левой стороне я уже спереди поменял. Вот, и теперь хочу рассказать вам, как это быстро и безболезненно сделать. Ну, во-первых, вам понадобятся сами стойки амортизаторов. Вот старый, я его уже снял. Вот, соответственно, партномера 40-й это у нас правый, 30-й это левый. Вот вы видите, новый, старый вместе лежат. Старый уже такой, ну, пыльники-то на ней еще живые. Вот, но вот эта штука, она уже, скажем так, она гораздо мягче ходит, чем на новом. Вот, что еще хотел сказать. Вот здесь гайки 17 на старом, на новом, на Кортексе 19. Соответственно, вам потребуется для снятия, ну, 21 гайки для того, чтобы открутить колеса. Дальше головка 17, чтобы открутить старые, в зависимости от того, что у вас стоит. Головка на 19, чтобы закрутить новый. И, возможно, у вас будет прокручиваться вот этот болт. Тогда вы просто берете и вот так 17 ключом его придерживаете и откручиваете головкой. И будет все хорошо. Сейчас я откручиваю вторую сторону, уже по месту буду показывать. И, друзья, колесо откручено. Вот смотрите, вот такую вот трубу я приделал. Это собака, зовут ее Черника, лабрадор. Она чем-то недовольна. Ей жарко, уже ее искупали. Так, продолжим. Вот трубу я подсунул для того, чтобы потом на ней сидеть задницей и отгибать сам стабилизатор. Видите, да? Потому что вытащить вот эту вот гайку будет невозможно, если мы не сможем ослабить стабилизатор. Рычаг нужен именно такой, потому что у нас с вами 4 ВД. Стабилизатор мощный. Отогнуть его просто так не получится. Вот, ну тут стандартно болты на 17 старые, новые будут на 19 стоять. Один, второй. Как я диагностировал, кстати, я вот сюда вот руку положил, просунул, колесо вывернул, руку положил, вот так вот, и жена шатала машину вот за дверные ручки для того, чтобы залазить. Вот, и все, и тут вот у меня стучало с одной и со второй стороны, поэтому я сразу пару решил заменить. Вот, ну будем разбирать. Так, ну вот я трубой, видите, верхнюю часть я выбил. У меня она уперлась в датчик АБС. Да? Нет, это не АБС, это у нас тормозная трубка. Это нехорошо, надо будет сейчас ее быстро поправить. Что-то я не углядел. Вот, ну в общем вот так вот ставим. И ключик, видите, да, он с одной стороны блокирует. И все, и выкручиваем его. Все. Сейчас мы его сдернуть не получится под нагрузкой. Сейчас придется трубой опять придавить его вот сюда вот. Тогда он сдернется. Ну все. Ну вот, собственно говоря, виновник нашего ремонта. Видите, как я его вообще пальчиком, одним пальчиком. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Такого, конечно, быть не должно. И вторая часть. А вторая вообще болтается. Просто вот. Например, вот на этом я одним пальчиком, я даже рукой тут, наверное, вряд ли что-то сделаю. Так что вот, простая диагностика. Но я поменял парой, потому что вторая бы в любом случае подошла. Второй, конечно, потуже. Он вот лежит. Его, конечно, я пальчиком так не сделаю. Он, да, пальчиком не делается. Ни с одной, вот со второй стороны с большим усилием он делается пальчиком.
Вот, то есть этот бы еще походил, но тот уже явно труп. Так что вот диагностика простая, да, я вам показывал. Запаситесь каким-нибудь большим рычагом, потому что ставить, что снимать, что ставить, придется отгибать этот стабилизатор. Вот, ну и осторожно с этими, с трубопроводом. У меня, видите, он туда воткнулся, я еле его нехорошо не сорвал. Ну ладно, будем собирать. Так, ну вот, нижняя сторона стоит, а верхняя, видите, насколько его надо опустить, чтобы он в дырку попал. Вот для этого нам с вами труба и пригодится. Кстати, закручивается он совершенно отлично, без вставления того, чтобы вставлять гаечный ключ. Но вот выкручивается обязательно вот под низ придется вставлять гаечный ключ, что на одной стороне, что на второй. Верхний снимается так просто трещоточкой, ничего не придерживая. А вот нижний в обоих случаях представляю вставлять 17 ключ. Ну ладно, будем дальше опускать, закручивать. Да, бывает ситуация, когда вот так вот трубу уже практически узлом завяжешь с одного краю и со второго, а вставить ни хрена не можешь. Что делать в таких ситуациях? Ну, возьмите трубу потолще. Есть же разница, да? Вот сейчас мы ей сделаем все. Говоря, сам процесс, сижу я на трубе. Она упирается в рычаг и под подрамник. Ну и вот он благополучно встал. Я еще его не закрепил, поэтому сижу еще на трубе. Хочу ее подтянуть, чтобы уже не было никаких перекосов.